Ребятушки, hello, как говорится, приветствуем вас в ветреном ноябрьском Владивостоке. Август 2022 года. Читаем интересную новость. Россияне стали массово скупать подержанные японские автомобили. Только в июне в Приморье завезли 15 тысяч автомобилей. Места в порту уже не хватает, и машины паркуют прямо на дорогах рядом. Сегодня, ребятушки, штормовое предупреждение. Будет очень ветрено и очень холодно. Но мы посмотрим с вами легендарный рынок бэушных японских автомобилей. Какие цены? Можно ли сэкономить? Сейчас. На чем сделать? Меня прям сносит этим ветром. На чем сделать акцент? И стоит ли их вообще покупать? Все-таки правый руль. Узнаем, что к чему. Обзор. Поехали! Ну, ребятушки, сначала несколько... Сейчас, поустойчивее встану. Сначала несколько... Нет, серьезно, ветер такой, что прям сносит. Вот с ног прям сдувает. Сначала несколько интересных фактов, потому что многие наши подписчики, особенно, так сказать, молодые, вообще не понимают, какой еще рынок бэушных автомобилей. Вот же есть салоны, там, китайские автомобили, там, корейские, но все-таки продаются. Пришел, купил. Крета всякие, ну, Лада на худой конец. Но это вот, ребятушки, вот это все, что мы видим вокруг, все, что там сейчас ездит по мосту, это целая вселенная. Вселенная в буквальном смысле, местная такая вот мирок местный японских автомобилей, праворульных, бэушных и некоторых новых японских автомобилей. Когда в стране впервые появился японский праворульный автомобиль, честно говоря, доподлинно неизвестно, точной информации нет, но есть все-таки мнение, что это был трофейный Datsun Type 16. Самое интересное началось в 1973 году, когда в находку на теплоходе Леня Голиков привезли первые японские праворульки Марк, тогда еще Корона Марк, а также Цедрик. Первая волна привоза была так называемой морской, когда официально морякам, ну, вернее, тем, у кого есть паспорт моряка, не только морякам, а есть паспорт моряка, потому что паспорт моряка побежали получать буквально все, кто хотел привезти японскую машину. Так вот, людям с паспортом моряка разрешили официально привозить японские автомобили себе в пользование. Ну, естественно, эти машины тут же стали продавать много кому. Вторая и более массовая волна началась в 90-х, когда машины такие вот японские разрешили привозить уже всем. Первый авторынок открылся на стадионе «Строитель», однако после протестов местных жителей ему пришлось переехать на Зеленый угол. И 25 сентября 1993 года появилась легендарная «Зеленка», крупнейший авторынок праворульных японских автомобилей, который мы тоже сегодня планируем посетить. А в 2008 году во Владивостоке на 1000 жителей было зафиксировано 566 автомобилей, и на 1000 жителей имеется в виду всех жителей, а не только тех, у кого есть права. Это самое большое количество автомобилей в России на 1000 жителей. Но чтобы раскрыть эту тему полностью, тему праворульных японских автомобилей, нам, естественно, нужен человек, который в этом хорошо понимает и сам, разумеется, водит праворульный японский автомобиль. Его зовут Никита, он уже подъезжает сейчас. 55 секунд рекламная пауза, дождемся Никиту и продолжаем. Сейчас пока спрячемся, где потеплее. Ребятки, 55 секунд. Так. Скользко. Хотелось бы... Осторожно. Но вот наш аппарат. Вот на чем мы сегодня будем кататься. Никита, привет. Привет. Электро у тебя? Да, вот. На этой маленькой недорогой машинке? Салют. Нет. Пристегиваемся. А привод полный? Конечно. Вот здесь полный привод? Да, полный привод. Слушай, рвет он Это очень. 660 турбо, полный привод. 650 Максимальная сил? комплектация. Ну нет, конечно, объем. Что за машина вообще, как называется? Это Suzuki Every Wagon 2009 года. Так, ты решил нас сразу погрузить в атмосферу вот прям с самого начала. Мы вчера три раза ездили на такси. Все 3 раза это был правый руль. Это были какие-то Toyota. Я даже скриншоты начал делать, как эти машины называются. А что, откуда дует? Просто ветер дует. Это ветер такой? Да, просто такой ветер. А у вас тут Нас всегда даже такой? Немножко сносит. Нас сдувает. У нас большая парусность. Вот, кстати, да. Я на это обратил внимание. Куда мы едем? Мы едем сейчас на нашу стоянку. Это что Стоянка такое? Япония Трейд. Это Mitsubishi Pajero Evolution, 55-й кузов. Их выпустили как машину гражданскую на продажу только для того, чтобы они попали в Париж-Дакар. Да ладно. Потому что, да, Париж-Дакар брали машины только которые выпускаются на общее пользование. Вот. У вас тут можно как это, по музею, весь город Ну, это да. музей.
японской техники. Да. Соточка едет, вон мой братишка, да, Honda Active. А грузовики тоже японские? Да, это Isuzu Giga. А вот я слышу, просто А это можно уже это корейская. Вот так. Это Сангьон Кастана. Это левый руль, кстати. Так, да, извини, значит, мы так сумбурно немножко начали. Расскажи вкратце о себе, пожалуйста. Меня зовут Никита, мне 31 год. Я Лондон is the сотрудник... capital of Great Britain. Я сотрудник компании Япония Трейд. Япония Трейд. Япония Трейд, да. Чем занимается? Мы занимаемся привозом автомобилей из Японии, Так. соответственно, праворульных. И сейчас еще подключили подразделение привоза корейских автомобилей, соответственно, леворульных. То есть... В Корее можно найти и Mercedes, и BMW, и Kia, и Hyundai, естественно, в больших количествах, в отличном состоянии. Вот у меня на самом деле вопросов много. Вот а у наших подписчиков еще больше. И вот один из первых вопросов: почему японские машины? Здесь же рядом Китай, сухопутная граница. Здесь рядом Корея. Почему именно японские машины? Ну, Япония, я думаю, ни для кого не секрет, что это поинтереснее страна, чем и Китай, и Корея. То есть это страна из будущего, она как будто на несколько шагов впереди. Наши русские люди вот Да. в 90-х, представляете, они оказываются вЯпонии. В те времена это часы Casio, магнитофоны Sharp, и Да, машины конечно. соответствовали. Куча техники. Это Корея сейчас может потягаться с Японией. А тогда тогда именно нет. Япония была вот. Тогда не могла Корея тягаться с Японией. Не было там таких машин. И Китай тоже. Чем был Китай в 90-е годы? Но ты сказал, что вы подключили подразделение продажи корейских авто. Ну да, потому что после всем известных событий сейчас напряженка у нас у официальных дилеров с машинами. Поэтому очень сильно возрос спрос на корейские машины. Ну и корейские машины уже собой представляют. И корейские машины, конечно, это уже совсем не то, что было раньше. Это что у вас такое? Это люки. Ну, если ты местный и каждый день ездишь много по дорогам, то, в принципе, видите, мы ни в один люк не попали. Это хорошо. Какие корейские машины вы сейчас возите? На что спрос? Из Японии, допустим, можно привозить машины даже от 400 тысяч рублей. Скорее, немножко по-другому. Оттуда интересно везти свежие машины, соответственно, более дорогие. Это проходные года. Проходные, если кто не знает, это когда машине от 3 до 5 лет, на нее самая минимальная пошлина. Так. Поэтому она считается проходной, то есть вот такой термин, когда минимальная пошлина. Это сейчас 18-19 год, Так. и машины примерно от миллиона, от 1,5 миллиона рублей. Это ваши? Это наши соседи, ребята, как в 90-е годы везутся праворульные крузаки. Тут даже 570-ка где-то у них Слушай, стояла. у вас там и мотики, и погрузчики. У нас, кстати, МТ-09 стоит на продаже. Я вам давайте сейчас покажу вкратце. Это вот новый приход, совсем свежий. Красота. ТВХ, Дитрекер. Красота. Вот Африка Твин. Наверное, всем известный мотоцикл. Да. То есть это Легенда. все в продаже? Вот это все? Нет, это все привезено под клиентов. А, вот так вот. Вот, смотрите, тоже корейцы поехали, грузовики сейчас. А почему не все целые? Да, Должны же по половинкам возить. Мы вчера читали. Распилы все, покинули нас, слава Серьезно? богу. Да. В 2018 году закончился 10-летний запрет на ввоз конструктора. И распилы, по большому счету, стали никому не нужны, их стали везти только на разборки. Вот, это уже наша поляна. Ваша? Да, Хорошо. это часть нашей поляны. Хорошо. И вот еще наша поляна. Вот стоит про распилы сказать, это была же отдельная такая... Да. Это целая веха. Целая веха, да. То есть люди привозили машины по половинкам, потому что... Почему? Расскажи, пожалуйста. Потому что им нужно было на чем-то ездить. У них были документы, например, от какой-нибудь сгоревшей машины, разбитой. И им нужна была такая же машина. Просто чтобы документы без дела не лежали. Люди в Японии хорошие машины, правильно понимаю, распиливали? Да. Нормально, то есть они хорошие машины они не даже битые были, они были распиливали, привозили, сваривали их здесь, как конструкторы возили, по документам проходило по-другому. И все, катались дальше. Бывало, смотришь, что люди пилят, Да. слезы наворачивались. Какой-нибудь VRX STI с минимальным пробегом. Да. Просто в наглую по задним стойкам. Офигеть. Какой-нибудь Краун более-менее свежий, тоже в идеальном состоянии, в максимальной комплектации. Там же по задним стойкам. Просто болгарками. Но потом привозят, сваривают свой номер кузова и поехали. А вот этот процесс сварки, он же насколько нарушает? 10 лет это длилось, и за 10 лет очень научились качественно.
То есть она может порваться, разорваться где угодно, но не на местах сварки. Серьезно? Да. Так, выходим? Да. Давай, показывай. Мы находимся на стоянке компании Да. Japan Trade, Япония Trade. Да, стоянка компании Япония Trade. Ну, как и обещал, самую Да. дешевую машину, да, покажем. Это ваша красная? Да, Mazda Roadster, это вторую в этом году уже привезли. Mazda Roadster, это полторашка, шестиступая механика, задний привод. Ага. 18-й год, матерчатая откидная крыша. Сколько денег? Примерно 1 200 000 1 200 000? всего лишь навсего. Откуда машины? Значит, все из Японии, правильно? Это все стоит Япония здесь. Так, Все правый руль. Вот этот автомобиль, так, он 2018 года выпуска. так. Как у Он тебя похоже? одноклассник с той машиной, на которой мы приехали. Ага. Но это коммерческий автомобиль. Как видите, здесь ни ксенона, ни туманок, ни клыков, ничего нет. И он обошелся 540 000 рублей. Вот это 540. 540 за 18 год. Подожди, но 540 это вы купили или у вас Это купили? уже клиенту. А, Мы клиент. привезли клиенту, да, он заплатил за это 540 000 Слушай, рублей. если не секрет, вот, ну прям скажи, сколько это в Японии стоит? Где-то $1500. $1500? Ну, где-то так. Серьезно? Да, да. То есть задача 500 000 рублей мы уже выполнили. Да. Вот это можно купить Да. за 500. А 500. что-то, ну, а седан какой-нибудь можно за 500 000 взять? Или паркетник какой-нибудь? Вот машина, Так. которая мега крепкая. Это Honda Insight, примерно 2009 год. До сих пор их везут. У меня товарищ на такой отъездил 6 лет. Он менял только масло. И один раз поменял передние колодки. Это, кстати, гибрид. 1.3 гибрид, передний привод. Так. И такие машины где-то от 550 000 рублей тоже можно привозить. Да, И в тут- отличие от какой-нибудь Лады Весты, Лады Гранты, тут и АБС есть, и усилитель, и магнитофон, и коробка передач, автомат, да? Вариатор. А вот старые там Toyota марки всякие, вот они возятся еще или они уже не проходят? Старше 2009 года сейчас нельзя растаможить. Ну, 2008 еще как местами можно растаможить. Все, что старше, Да. уже нельзя. Только если старше 30 лет. То есть сейчас Ага, можно вот так возить машины до 92 года выпуска. Так. И как раз Марк Самурай, самый первый, 92 года, уже можно привозить. Промежуток 90-е годы, Да. он пока выпадает. Начало нулевых. А там много интересных вариантов, Там да? очень много интересных вариантов. Очень много. Очень много интересных машин. Это же золотые годы японского автопрома. Ну так, а их в принципе можно привезти? Конструктором. Ну то есть теоретически это можно сделать, такая схема есть. Ну, конечно, и она очень долго работает. А это вот Subaru чья стоит? Это причем не простой ливворк, это настоящая STI, это двушка турбо. Да как такую машину можно продавать? Зачем они их продают? Она же вон как новая. 178 000 пробега. На ней? Да. Ничего себе. И она как новая. Да, да. Вообще двушка турбо стоит дорого, от 1,5 миллиона. Так как О, здесь такой так, пробег, да. он 1 200 000 вышел. Неплохо. То есть 1 200 000 это финальная цена, уже человек купил. Да, здесь. А сколько из этих машин в Владике остаются и сколько едут в другие регионы? Из 10 одна, наверное, остается. Серьезно? Да. А где Ну, что-то? у нас очень много клиентов просто из западной части России. А конкретно откуда? Ну то есть Москва, Красноярск, Новосибирск. Вы в Москву много отправляете? Регулярно. Офигенно. Санкт-Петербург очень любит правый руль. Вот покажи еще, пожалуйста, вот там Альфард стоит, да? Wellfire. Сколько стоит? 12 миллионов стоит новый сейчас Альфард в Москве. 12 миллионов. Это 15-й год, то есть он привезен как непроходной, тут тоже пробег около сотни, и он до 2 миллионов, это точно. До 2 То есть миллионов. где-то 1,9, я думаю. Опа! Где и как эта машина куплена? Расскажи, вот самое интересное. У вас Она в Японии куплена свой на человек. аукционе. Так. На аукционе. Мы работаем со всеми аукционами Японии, то есть они мониторятся на нашем сайте, Ага. прямо у нас на сайте, каждый день. То есть мы смотрим, наши менеджеры отсматривают варианты по машинам, предлагают клиентам. Можно Там. я так сделаю? Да, конечно. Пожалуйста. Кстати, она заведена. Это гибрид. А почему аукцион? То есть, как в Японии машины покупаются? Японская система вот продажи автомобилей. Ага. То есть в Корее мы покупаем машины, как в России. Там примерно аналог Типа на нашего Авито. Дрома, да, типа Дром, да. Авито, Да. там Автору. Они выставлены, и там люди приезжают, то есть наши ребята, там, корейские толщиномером. партнеры, да, с толщиномером, приезжают, их смотрят, дают полный отчет. В Японии абсолютно по-другому, там система аукционов. Так. Есть аукционный дом, приезжает машина туда, Так. то есть человек хочет продать свой автомобиль, он привозит туда машину,
оставляет и забывает об этом. То есть уезжает, все. С деньгами уезжает? Пока Или нет. пока нет? Специальный аукционный эксперт, специально обученный человек, приходит, осматривает, делает опись. Вот аукционный лист берет и его полностью заполняет. То есть он ее осматривает в круг по кузову, отмечает, где что было покрашено, где какая царапина, где вмятина, и заполняет поле еще замечаний своих. Так. То есть в салоне прокурено, например. В салоне там есть грязь. Вот, например, здесь. Да. Наверняка было указано, в салоне есть грязь. Сколько вы продаете машины? А Япония 30-17 лет на рынке. 17 лет. 17 Вот за 17 лет было ли такое, что машина пришла, там все написано, и что-то обнаружилось? Типа, что у нее там было Бывает, поменено, что не отмечено. повреждение в ходе транспортировки получено. Нет, а вот чтобы вот из Японии привезли там лист, и там опа, а тут там крыло крашеное. Вот такое бывает или такого не бывало? Выявлено, по крайней мере, не было такого. То есть в Японии вот 100% точную информацию отдают, на 99%. Ну, я, да, не буду ручаться за 100, но 99%, Офигеть. да. Переведи, пожалуйста. Ты наверняка все это уже знаешь. Нет, это все с Google переводчиком я только делаю. А это вы на английский не переставляете на русский? Незачем. То есть все, Как что это? нам В здесь смысле? нужно, вот кнопка аудио. Так. Еще раз. Вот, FM и Bluetooth. Все, больше тут делать нечего. А на чем она поедет? Куда она там, куда не поедет? На автовозе или как она, своим ходом? Ну, 4 варианта. Так. Автовоз, своим ходом, контейнер или ЖД. А своим ходом владельцы забирают Контейнер, машину? ЖД, наверное, это одно и то же. Ну Да, своим ходом. Это вообще летом отдельный кайф. Лето, Да. отпуск, пришла новая тачка. Так. Они приезжают сюда, едят здесь крабов, гребешка, катаются по мостам, Так. садятся вот на подобного Wildfire и катят. А потом едут на заправку с пустым баком, как в сериале «Спец». И дальше происходит что? Нет, это уже все. Такого уже нет? Нет, совершенно. Не, серьезно? Абсолютно серьезно, это все. Мы вчера смотрели сериал «Спец». Вот отрывочек небольшой. Я его правой стороной ударю, имею в виду. Тебе что, по рогам врезать? Да я тебе сейчас! Ребят, все нормально, ребят, я перепутал. Думал свои, честно, ребят. Этого больше нет, ребят, не переживайте. Сейчас вот летом, Да. поели краба и на новой машине к себе в регион спокойно. А машины возят, ты знаешь, как на сцепке две машины с металлическим щитом на жесткой. Ну да, наверное, есть, наверное. То есть перекупы так гоняют Ну, еще машины? Наверное. Ну, это какие-нибудь ребята из центральной России, наверное, делают еще так. То есть все стало цивилизованно. Конечно. Знаешь, зачем рюкзак взял? Чтобы спине было теплее, да. Это уже пройденный там, знаешь. Дверь закрывай. Куда пошел? Я закрою. Блин, салон вообще навье. Никит, что особенного с этой машиной? Это конструктор. Тот Конструктор? самый конструктор, да. А что она такая какая-то грязная вся? Ну, она разбиралась. Причем на пароходе. А потом здесь В собиралась. смысле на пароходе разбиралась? Прям на пароходе Чтобы времени не разбирается. терять? Да, пока они плывут 2 дня, они разбирают. Так, Вот подожди. аукционный лист ее. 38 тысяч пробега. 38 на этой машине? Да, да. А год какой? 2007. То есть зачем ее купили? Ее заказали, вот захотел такую машину конкретно? У человека наверняка есть документы, либо просто такая же машина, но не 38 тысяч пробега, а, наверное, 538. Так. И он захотел себе вот новенькую вот такую. Вы эту машину нашли в Японии, Мгм. она там продается. На аукционе, вот с аукциона. Тоже на аукционе. Да. Погрузили на судно. Там ее разобрали. На судне ее Прямо на уже судне. специально люди прям разбирают Да, за 2 дня. Ну, Как- здесь ничего не трогалось, то есть снимался двигатель и ходовка. И все. Все. Так. Оно сюда приехало, растаможилось как запчасти, поставили на эвакуатор, привезли, собрали. Вот мы вместе. Так а зачем этот закон есть здесь, на ввозе, если все знают, что это можно вести вот так? Ну, ее нельзя эксплуатировать. Почему? Это не машина, у нее нет ПТС. А что потом происходит? Вот владелец что? Человек ее пересобирает там на свою машину, на свой кузов. Себе поставит мотор, себе поставит салон. Так а движок же там же другой номер, ВИН стоит. Можно Ну, внести что? изменения, у него есть документы ГТД, таможенная декларация.
Офигеть. Можно приехать в ГАИ и сделать замену. Точно так же, как люди покупают, например, знаете, на разборках контрактные моторы. То есть Это у да, тебя да, умер да. мотор, ты Да. купил новый, вот с ГТД вписал его замену. Ну, то есть, грубо говоря, он То есть, запчасти купил. если да. машина уже у него, допустим, вот такой краун с 500 000 ходит спокойно. Да. Он 500 000 на нем отъездил, он понимает, что у него там посыпалось, там что-то Подвесочка подустало, там, тут диск, уже да. козырьки черные все. Он не хочет там по мелочи что-то докупать, потому что это в 2 раза дороже выйдет. Он купился целиком машину. Все, он поставит салон, он поставит двигатель, он закатит полностью ходовку и будет кайфовать. Эта машина стоит в Японии Сколько? где-то 1500-2000 долларов. Да как так Ну, вообще? привезти ее Да. сюда 1500 долларов. Ну, и все равно дешево Вот получается. представляете, не было бы пошлины Да. и ограничений. То есть 3500 долларов, ну ладно, округлим до 5. 5000 долларов. Это сколько денег? 300 000 рублей? 300 000 рублей вот за это. И Офигеть. мы бы просто ездили и радовались жизни. Ах, да. Красота. Это краун. Как говорится, как это, японский Мерседес. Ладно, поехали в порт. Поехали. Глянем, как это все там. Самостоятельный человек, можно? Самостоятельно как? Ну вот он приехал, да, в Японию, на аукционе что-то Прям в купил. Японию, Ну если да, приехать? да. Ну, если прям туда приехать, то, наверное, можно. Это вообще сложно обычному, как бы, частному лицу приехать туда, там, турист, не турист, и купить тачку и привезти ее сюда? Нет, это реально, скажем так? Я думаю, это реально. Но это Ну, очень... это такой геморрой, которым не нужно заниматься. Лучше заплатить. Хорошо. Значит, вопрос номер 2. Можно же переделать на левый руль? Во-первых, это тот же вопрос, что и с китайцами, вопрос надежности. Так. Мы, Извини, отвлекся. Сколько стоит вот это вот? ну, я думаю, 4, наверное. А мотик еще не сказал, прости. Мотоцикл у вас от скольки начинается? Мотоцикл где-то 1200. 200 000 рублей за мотик? Да. Ну, это самый старт. Это какой-нибудь с Kawasaki ZZR 400. Вот Lexus леворульный проехал, RX. Да, у некоторых все-таки есть левый руль. Но у меня тесть даже на левом руле есть. Подожди, стой, сдай назад. Это же море там Да, уже. да, Что это ты, море. куда поехал? Давай заедем на секунду. А летом здесь какая температурка? Ну, здесь жарко. Здесь прям палящее солнце, Красота. плюс 30. Море. Очень жарко, люди загорают, прям здесь лежат. Так вот, переделка на левый руль. Переделка на левый руль. Это, насколько я знаю, очень популярно в Армении. Потому что им нельзя по закону использовать правый руль. То есть они только поэтому это делают. То есть лучше ездить на всем родном, на родных заводских компонентах с родной надежностью и на правом руле. Я на права сдавал на правом руле. Да ладно? Да. В Владивостоке это Да, официально? Да, да. А есть хоть одна компания? Я ненавижу левый руль, в смысле, я не В смысле? могу на нем ездить, Да это ладно? отвратительно. Это просто отвратительно, я вам просто по-честному скажу. К нам вот приехали корейцы, я, слава богу, их из порта не перегонял, я только по стоянке проехался. Так. Это невыносимо. Да как, это же... отвратительно Ну, мне. движение же... У меня просто вот тут вот левая стойка, я вообще не понимаю, что происходит. Так движение же правостороннее. Ну, даже тупо по безопасности, по логике Конечно, движения. только безопаснее сидеть справа. В меня врежутся-то в эту сторону. Ну, я скорее тут всего. вообще тоже сижу сейчас. Ну, извини. Не, ну, в Я для принципе. себя машину покупал. Мне Ну, должно быть безопасно. Ну, во время обгона, да, тебе же, ну, не видно машину. Да я не обгоняю особо. Еду себе спокойно. То есть вот вы представьте, вы едете по трассе. Вы Так. останавливаетесь у обочины. И вам нужно выйти на трассу. Прямо на трассу, то есть на какой-нибудь, допустим, узкой. Да. Нужно выйти на трассу. Зачем? Я выхожу на обочину сразу. Ты уже такие аргументы приводишь серьезные. Ну, серьезные, Но это конечно. если один едешь. А если с кем-то? А с кем-то, ну а какие сложности у него? Я водитель, я контролирую, я посмотрел, сказал, ладно, выходи. Так, мы уже в порту. Прям быстро раз и приехали. Мы подъезжаем к морскому вокзалу. А, морской вокзал. Да. И здесь же, чуть дальше, находится въезд в торговый порт. Сейчас мы подъедем к этажерке. Это один из многочисленных Воу. СВХ. Удобно, когда узенькая машина, да? Очень. Кстати, Ocean Pride разгружается вроде. Тачки. Тачки. Тачки привезли. А у вас вот меренные из Бэха немцев уважают вообще в Владивостоке? Ну, вы знаете, я вот даже стал посматривать. Ну, я Да? бы вот себе праворульного, наверное, привез погонять.
Из Японии. Из Японии, да. Пятерочки привозят праворульные. Он будет дешевле, конечно, чем левый руль. Конечно, дешевле. Но и скорее можно леворульную привезти. Но так как я не могу ездить абсолютно и не хочу учиться на левом руле, То есть ты даже за те же деньги все равно праворульный возьмешь? я все равно возьму праворульный, да. Вот сюда мы заходим. Сначала там выписываем документы, материальные пропуска. Заходим сюда, даем кладовщикам. Ага. И они нам вот здесь выкатывают. Кладовщики сами выкатывают? Да, то есть ты заходишь вот сюда, в эту дверь, Ага. он выходит с твоим материальным пропуском, идет на этажерку, находит твою машину, там прикуривает ее, если нужно. А вон там люди какие-то ходят. Может, нас тоже пустят? Нет? Ну, это кладовщики, наверное. А. Сегодня выходной. Человек у вас заказал тачку. Скажем, вот сегодня, да, значит, ноябрь. Через сколько самое-самое ранее он может получить какой-нибудь там Прадо? Ну, или любую ходовую Ну, машину. был случай вот буквально еще в июне. Так. Уже был ажиотаж. В Но июне. машина пришла за 26 дней. Это считается быстро. Это очень быстро. А средний сколько? Ну, сейчас 1,5-2 месяца точно. А почему так долго? Наплыв. Очень большой наплыв. Ну, нет, а в принципе... Все если- пароходы да. просто завалены, порт вот в так. Японии завалены, и Ага. просто очень много машин ездит. Причем, смотрите, вот первый, все вот второй этаж непроходные. Ну, сколько за машину? Там можешь назвать вот сумму конкретную? Ну вот, Примерно. пример, 1,5-литровый автомобиль непроходной, пошлина около 300 тысяч рублей, проходной 150 тысяч рублей. В 2 раза дешевле, короче. Два раза, пошлина. да. Вот на твою машину сколько пошлина? Она проходная. Она не проходная, это 2009 год, Так. и я за нее, за пошлину отдавал где-то 130 тысяч рублей. А если бы она Только была пошлина? проходная, была бы пошлина 1060, Так. только пошлина. Ну, машина бы стоила раза в 3 дороже. Если бы она была новая, в Японии она бы стоила дороже. Поэтому я взял старый год, Опа. и машина настолько дешевле, что это перекрывает пошлину. Это самая надежная машина. Да, приехала. да, это та самая надежная машина Inside. Это доставка. Из еды, точка, доставка. Я? Да ладно. Да? Заведение называется «Еда и точка», которое существует до того, как появилась вкусная До точка. того, да, да, да. Так. Это у тебя камера под зеркалом? Это японец, да, сделал. То есть вот отдельную кнопку вывел. Вот это вот? Да, но там чуть-чуть стеклышку плохо стало, и изображение так себе. А, вот это вот с нее, да? Да. То есть вот я так вижу нажимаешь? вот левое колесо свое. Ну я стеклышко поменяю скоро. Это подогрев зеркал. Зеркал подогрев и заднего стекла, да. А это это задняя печка у нас дует еще. Тут За- вторая печка. Две печки в Да, машине? 2 печки. А это что такое? Ну, просто ниша такая. Глазные капли тут. Понятно. Хотите японские, кстати. Японские. А что о китайцах сейчас люди думают? Но о том, что это прикольно, все интересно, но ненадежно. Сколько они будут ездить, непонятно. Если они будут ездить, как японцы, по 20 лет, ну почему бы нет? Конечно, прикольно. То есть никто пока не хочет проверять? Ну, то есть мало желающих проверять. Не, ну какие-то нашлись. А Discovery вот стоит. Это что? Это из Кореи. Корейский Discovery? Ну, вряд ли он корейский, но привезен из Кореи. Ну, давайте выше поднимемся, тут будет получше видно. Много ли компаний занимается бизнесом, как у вас? Сумасшедшее количество сейчас. Вот, например, судно одного из таких перевозчиков, Ага. Ocean Pride. То есть вот этот мостик у него откидывается, Так. и они прямо из трюма выезжают своим ходом. Ну, возят не так, как раньше. Вот они торчали бамперами кверху. Они стоят просто сверху на палубе, Да. но не так, что прям на раскоряку. Как так, раньше. Просто сверху стоят. То есть вот это вот привезли, и туда и тракторов накидали еще каких-то. Да, да. Да, и погрузчиков. Технику, да, мы тоже возим. То есть, ну, мы прям в центре города, вот на морвокзале. Да. Вот здесь все это происходит. И у нас по всему периметру, да, еще побережье, то есть по всему побережью еще куча таких мест. 3500 против 7. На самом деле это не смешно, потому что холод вот промозглый такой, что у нас уже сели батарейки на вот петлях. Звук куда идет, вот висит. Уже села батарейка, а мы еще только час с лишним. А чем вы занимаетесь тут? Много красивых мест, можно поехать на машине просто. А когда плохая погода? Осторожно, Кирилл. Телек смотрите дома? Телек, конечно, PlayStation из Кореи скоро приедет. Ты заказал PlayStation Да, да. в Корее? Ну, знакомый морячок, как в 90-е. Не, серьезно?
То есть моряк там выйдет, пойдет в магазин, купит и привезет? в Пусан и Да. там доставят. Блин, вам без шапки не холодно, люди? Нормально? И сколько стоит поездка в Корее? $650. А тут что, не продается? Продаются. Но дороже. 55 тысяч. Ого! Так, Никит, мы подъезжаем, да? Да, мы въезжаем сейчас на авторынок «Зеленый угол». Скажи, тут кто продает машины? Да мне кажется, все те же ребята из 90-х. Документы не леченые, таможка. Таможка, все как положено. 2 недели здесь. Заведите, посмотрите. Чё ценник? Смотрите, поторгуемся. А частники тут продают свои тачки? Частник может договориться с зеленщиком и поставить ему свою машину как на комиссию, как в автосалон. Но правильно ли понимаю, что у большинства вот этих вот товарищей есть, наверное, сайты какие-то? Они уже научились с этим работать? Сайтов с у интернет- них нет. У них есть дрон, Дрон. карточка ну. продавца, все. Ну, то есть не обязательно сюда приходить и искать и Половина выбирать. машин, наверное, не выставлена. Почему? Ну, Лень? это же денег стоит. Вот у него стоит 10 одинаковых Солео. Да, Зачем ему все 10 выставлять на дрон? понятно. И платить за каждое объявление деньги? Он выставил одну. Ему звонят, и он говорит, у меня еще 9, приезжайте, смотрите, да? конечно. То есть все-таки есть смысл приезжать на рынок и ходить, Ну, и смотреть, и да, выбирать. наверное, есть смысл, но тут, как и всегда, как и на любом рынке, нужно держать очень-очень ухо востро. Очень сильно. Потому что рисованные аукционники, смотанные пробеги и все вот это вот, оно продолжается. До сих пор это здесь делают? Ну, почему нет? Распечатать аукционник левый 500 рублей стоит. Прямо здесь же это можно сделать. Проверить аукционный лист Да. стоит 500 рублей. Проверить его. Проверить. То есть зайти на специальный сайт, Так. вбить номер кузова, который именно на машине выбит, Ага. вбить его в этот сайт, достать его из статистики. То есть, либо если машины этой нет вообще, то сразу понятно, что ее не было на аукционе, она не продавалась на аукционе, значит, она продавалась на каком-нибудь ТАО, как битая машина, разбитая. На каком-нибудь чего? Ну, есть такой сайт. ТАО? Да. А это не аукцион. То есть Так. машина не была на аукционе, соответственно, она была утоплена, либо разбита. То есть аукцион это что-то вроде знака качества? Да, аукцион это все-таки знак качества, потому что если она была на аукционе, то ты можешь заплатить 500 рублей Так. и достать ее настоящий аукционный лист. И уже точно знать, в каком она состоянии была в Японии. Много тачек, да? Да, ну тысячи, наверное. Я вот когда предыдущий вот такой вот хотел себе автомобильчик, я хотел просто прийти купить, чтобы не ждать О, 3 семерки. месяц. Так. Чтобы не ждать месяц, я хотел прийти на зеленку и купить беспробежную машину. Я посмотрел несколько машин, проверил штук 5, отдал 2500, не нашел ни одной честной и ушел. Как ты не нашел ни одной? Серьезно? Ну, из 5 проверенных, честных не было ни одной. Но вот буквально вот на этой стоянке, Да. вот когда я искал тот самый раз машину, Да. я нашел хайджетик стоит черный, на туманочках, красивый такой, весь прям целенький, ровненький. Так. Мы подходим. Он говорит, пацаны, я вот его только что привез, Так. я его даже выставить на дром не успел, его действительно не было на дроме. Слушай, Смотрим. прям как в сериале Ну, он «Спец», прям я вчера новенький смотрел. такой. Один в один. 2 РБК, ПВР, автозапуск. Ну давай заведем, послушаем. Ну вот смотри, вот у меня пробег 140 тысяч, видишь, Так. у меня руль как новый. Там руль был вот тут, вот в этих местах прям стертый. Так. И 60 тысяч пробега. Я говорю, ну какие 60? Он говорит, ну ладно, я вам по-честному скажу, было 120. Так. Вот я смотал до 60, было 120. Но он, видишь, у меня на 140 не стертый. Да. А вот там был стертый. Я говорю, ну какие 120? Не пожалели 500 рублей, проверили, было 220. 220. Да, и цена была такая, что мне бы он обошелся бы на тот момент 300 тысяч рублей, если бы я сам его привез. А он ему пытался продать за 400. Нормальная ситуация. Слушай, а как пробег сматывают? Как там? Очень просто снимается спидометр и делается это 500 за 500 рублей. Тоже за 500 рублей. Да, Тут за 500 рублей очень много чего можно много чего сделать, можно да? сделать, да, с машиной. А это вот что? А? Кто-то оставил свою тачку и ушел? Наверное, да. 1 650 000. Да, продается. Как можно ездить на такой лысой резине? Это вообще законно? Но она ж не ездит, она продается стоит.
Но тут есть какое-то разделение по классам, скажем? Там минивенчики, там крузаки, там Я думаю, или что всё нет. в кучу просто. Да, все в кучу, потому что, видите, вот Нот, например, стоит. Да. И рядом с ним же Вокс. О, это как в том видео. Смотрел, когда чувак окно открывает? Ну, что мы хотим купить? Допустим, Прада, да? Или нет? Ну вот, машину за миллион. У нас же за 500 Машину за миллион, За 500 тысяч мы нашли. Вот машина за миллион. Вот это вот. 959 тысяч рублей. Ну, это Honda Fit, кстати, популярная машина. Это GP5, я так думаю, гибрид. Ага. Полторашка гибрид, да. Но ты считаешь, за миллион это хороший вариант? Я бы его привез за 800. Так, еще за миллион. Что-нибудь видишь достойное? Вот Прада, как думаете, сколько стоит? В западной части более-менее свежие вот такие новые Прада, они под десятку стоят уже. Блин, да как вот это? Что ничего не видно. 10 миллионов? Ну да. Вот наш Вот вариант. Lexus Вот есть. это хорошо. 2,890. 2,890. Комплектация F-Sport. Что там? Что ты увидел? Ну-ка. CHR 1,5 миллиона, да, это нормальная цена для CHR. О, так это отличная машина за 1,5. О, смотри, 1 450 000. Офигенный вариант. У нас на стоянке таких два стоит сейчас. А у вас вообще в стоке что-нибудь? Вы возите что-нибудь просто на продажу? Наличие? Нет, мы же Только по под заказу. заказ занимаемся, да. Только по заказ. Но, как ты сказал, все эти машины надо проверять. Конечно. То есть, если мы за 1 450 000 привозим CHR, то он полностью аукционный, клиент изначально видит, за что он торгуется. А есть Тут такой все-таки момент загадки у нас присутствует. момент загадки, это Да, интересно. что да. стоит перед нами. Момент 500 рублей. Не Здрасте. то чтобы сомнительно. А но ваша? интересно. А? Что хотели? Да вот пытаюсь понять, за 1,5 миллиона это реально цена? Это, ну, дешево или дорого сейчас? Дешево. Дешево же, да? Так она нормальная, эта машина? Нормально. Они тут все нормальные. Точно. А что? А какие ненормальные? Ну как в фильме «Спец». Ребята из Москвы просто Я приехали. понял, что это самое, что это в Москве. Вот они говорят, вот, Прадик стоит, а у нас там 5, а у нас 3. Ну, это же реально. Да, И да, реально да. меньше 3, тоже реально. Ну. Да. А сколько вот Прада стоит сейчас? Ну, вот этот просто дорогой, потому что 5 оценка и А, пробег 12. в идеале, 3-5. РАФ, допустим, да, Так. 5 тоже 6 тысяч пробега. Тоже реально. А можно спросить, а вы давно вы здесь машины продаете? Да, нормально, достаточное время. Вот с тех времен? Со всех времен. А как сейчас, цивилизованнее стало? Ну, конечно. То есть раньше жестко было? Да почему жестко? Ну как жестко? Раньше просто больше народа занималось. Кто-то там цивилизованно, кто-то там не цивилизованно. Все же от человека зависит, правильно? Да. Ну просто раньше был риск даже купить, а потом и не доехать туда, куда ехал. Почему? Ну, А в разные, чем риск? разные случаи были на дороге. Какие? Посмотрели фильм «Спец» просто. Да ну фильм «Спец», что вы смотрите? Ну, я могу вам посмотреть, что я посмотрел «Терминатор». Ну что это вот? Один там всю армию убил, что ли? Это же все кино. Вот сейчас пришел машину, вот сейчас покупать. Да. Пришел, проверил ее по аукциону, правильно? Да, за 500 Машина рублей. чистая, да, за Так. 500 рублей, чистая, хорошая. Все. Что-то ее нанял автоподборщика какого-то. Так. Правильно? Он ее все посмотрел, что все хорошо. Ну все, ты спокойно купил, спокойно ее отправил. Логично. А вы, то есть, привозите, покупаете и продаете, не под Я- заказ? Ну, Почему? Я сижу дома, пью чай, ставлю ставки На на аукционе. аукционе. И все. на японском. На японском. Ну, вот ты позвонил, сказал, я хочу такую-то машину. Ага. Без проблем. Там, ну, есть там человек, какое-то связующее звено между Ага. нами. Ты там здесь, а он там. Всё. А вот это все, что стоит, то есть это деньги вложены, чтобы потом продать и как бы, ну и заработать, соответственно. По-другому как это бывает. Ну вот люди возят только под заказ. То если у людей, например, есть свободные деньги, они могут на сток купить. Да, понятно. Кто-то не хочет на сток покупать, кто-то сидит на заказе. То есть ты пришел, грубо говоря, вот пришел на эту фирму. Может быть, ты что-то нашел, допустим, что стоит в стоке, Так, а не хочешь ждать 3 месяца, когда она приедет с Японии. ага. Потому что 3 месяца долго. За 3 месяца что у нас может быть? Может там курс какой-то там быть. Можно еще вопрос. Китайские, корейские машины, что думаете о Ну, том? почему корейские сейчас возят у нас? Ну, Москва же любит там. Да, Карваланы, там, Kia, Sportage, Palisade, вот это все. понятно. И за руля, грубо говоря, уже там, как бы у вас получается ошибочное мнение, что правый руль это плохой, Так, вот. а хороший левый руль, да? Так. А сейчас вот санкции ввели, сразу правый руль стал для всех, и для Москвы тоже хороший. Так, И автовозы полные идут, вон они с правым рулем. На Москву? Без проблем. Ну, вообще на всю Россию идут.
ездил там на какой-то там, ну, допустим, Kia Rio, Да. а сейчас купил какой-то там Fielder, а он ничем не хуже, допустим. Скажите, а есть ли такой запрос по перестановке руля? Что вот все устраивает? Никакого нету запроса. Да. Потому что таким У нас запросом одно время в Армении занимались. Так. Ну, судя по отзывам, там такой дерибас получается, прям вообще. Они, так сказать, очень опасны, эти машины с переделанным рулем. Ага. В плане того, что, ну, безопасности. То есть здесь вот этим никто не занимается во Кто не Владике? занимается. Ну, потому что, ну, вот ты ездил всю жизнь, например, на левом руле, да? Да. Ты вот там полчаса сейчас поедешь на правом, вот, допустим, на Лексусе, Так. и ты все поймешь прелести правого руля. То, что там, как вы раньше говорили, обгон какой-то, да, там, ну, Так. все это фигня. То есть по статистике, вообще по российской, да, вот это, ну, по аварийности. Да. То есть процент аварийности японских машин гораздо меньше, чем аварийность, допустим, ну, левого руля. А вас точно нельзя показывать? Нельзя показывать. Ну зачем? Мы вас порекламировали Не как-то. надо, спасибо, я не нуждаюсь в рекламе. Все хорошо, все нормально. Ладно, хорошо, спасибо вам большое. Никита, еще вот самый финальный, мне кажется, такой важный вопрос. Сколько, как думаешь, реально нужно иметь денег, чтобы тут купить нормальную машину? В Москве на 500 тысяч рублей, ну ничего не купишь нормально, если только очень повезет. Вот, кстати, 465. О! Ребятки, Это 465 тысяч рублей. Это самая простая Да. комплектация. Это Nissan Days, Ага. а там дальше Honda N-Wagon. Она тоже, смотри, сколько? 535. 535. Ну, я думаю, поторгуешься и за 520 заберешь точно. Вот, кстати, это аналог моей машины от Daihatsu. Это Daihatsu Atrai. Ага. У нас на канале есть даже сравнительный обзор. Ну то есть, если вот такое, на которое сел и поехал, да, ничего вкладывать не надо. Да, сел и поехал, ничего тут с ней делать не нужно. Если будет. такое Без- 465, беспробежная машина. То за, наверное, 1-1,5 тут вообще можно взять много что. уже. Полтора, вот, ну это рестайлинг весил, я думаю, до рестайл можно найти. Это что, правый руль? Да, праворульный. Неплохо. Нам, кстати, приходил Volkswagen Passat, есть у нас в обзоре. За 950 тысяч рублей Passat. 950? Да, 1.4 турбо. Слушай, на самом деле ты нас как-то, вот лично меня переубедил. Ну, вернее, не то, что переубедил, но заставил задуматься много о чем. В правом руле? А вообще о формате. Ну, то есть за 1 000 000 рублей здесь можно взять. И это сейчас, это считается как бы дороже стало? Раньше дешевле было? Или цены примерно те же, что и раньше? Цены, Ну, скажем, немножко упали. Вот Да по ладно. сравнению с прошлым годом, да. То есть год назад даже Потому дороже что год было? назад курс был 74-75, а сейчас 63. То есть даже дешевле стало? Сейчас курс как был 3-4 года назад. То есть сейчас прям даже хорошие условия для покупки Очень автомобиля? Да. Единственное, что немножко там расходы поползли вверх из-за вот такого наплыва. Да. Но все равно это выгодно. Это же выгодно, это очень дешево. Машины эти идут именно из Японии. Да. И это необычная страна. Они идут не из Казахстана, не из Америки, где такие же дороги, как в России. Да. Они идут из Точно. Японии, где идеальные дороги, где люди очень дисциплинированные, где хорошие материалы, где, в принципе, чисто вообще вот даже в городе. Хорошие условия для хранения автомобиля. И сами по себе автомобили поэтому получили вот такой вот, как знак качества, что без пробега по РФ. То есть она с пробегом по Японии, Да. по идеальным условиям. Ребяшки, вот такой вот выпуск. Никита, огромное спасибо, что нашел время. Ссылки на Никиту внизу. И будем ждать комментариев, потому что много в комментариях людей, которые тоже в этом понимают, ездят на правом руле и до сих пор думают, что... И будут думать, что левый руль это вот все-таки вот правый есть, вот что-то вот такое и левый, да? А все-таки, может быть, есть о чем-то подумать, да? Да, нужно просто попробовать поездить на правом руле, и у него действительно свои плюсы. Ждем ваш комментарий. Привет из Владика. Рынок японских автомобилей. Но есть нюансы, имейте в виду. Возможно, стоит обратиться к профессионалу. Ждем комментарий. Еще раз спасибо. Увидимся. Пока.